Федеральный закон о статусе военнослужащих от 27 мая 1998 года номер 76 ФЗ. Статья 11. Служебное время и право на отдых. 1. Общая продолжительность еженедельного служебного времени военнослужащих, проходящих военную службу по контракту за исключением случаев, указанных в пункте 3 настоящей статьи, не должна превышать нормальную продолжительность еженедельного рабочего времени, установленную федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. Привлечение указанных военнослужащих к исполнению обязанностей военной службы сверх установленной продолжительности еженедельного служебного времени в иных случаях компенсируется отдыхом соответствующей продолжительности в другие дни недели. При невозможности предоставления указанной компенсации время исполнения обязанностей военной службы сверх установленной продолжительности еженедельного служебного времени суммируется и предоставляется военнослужащим в виде дополнительных суток отдыха, которые могут быть присоединены по желанию указанных военнослужащих к основному отпуску. Порядок учета служебного времени и предоставления дополнительных суток отдыха определяется положением о порядке прохождения военной службы. 1.1. Для отдельных категорий военнослужащих, проходящих военную службу по контракту в органах государственной охраны и органах Федеральной службы безопасности другими федеральными законами может быть установлена иная, чем предусмотренная настоящей статьей, общая продолжительность еженедельного служебного времени, ненормированный служебный день. Указанным военнослужащим предоставляется ежегодный дополнительный отпуск продолжительностью до 10 суток. Порядок и условия предоставления ежегодного дополнительного отпуска за ненормированный служебный день определяются соответственно руководителем федерального органа исполнительной власти в области государственной охраны и руководителем федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности. Пункт 1.1 введен федеральным законом от 1 июля 2017 года номер 148 ФЗ. 2. Продолжительность служебного времени военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, определяется распорядком дня воинской части в соответствии с требованиями общевоинских уставов. При этом указанным военнослужащим ежедневно, за исключением случаев, определяемых общевоинскими уставами, предоставляется не менее 8 часов для сна и 2 часов для личных потребностей. 3. Боевое дежурство, боевая служба, учения, походы кораблей и другие мероприятия, перечень которых определяется министром обороны Российской Федерации, руководителем иного федерального органа исполнительной власти или федерального государственного органа, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба, проводится при необходимости без ограничения общей продолжительности еженедельного служебного времени. Дополнительные сутки отдыха, компенсирующего военнослужащим участие в указанных мероприятиях, в счет основного и дополнительных отпусков не засчитываются и предоставляются в порядке и на условиях, которые определяются положением о порядке прохождения военной службы. В редакции Федерального закона от 4 июня 2014 года номер 145 ФЗ. Военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, участвующим в мероприятиях, которые проводятся при необходимости без ограничения общей продолжительности еженедельного служебного времени, по их просьбе вместо предоставления дополнительных суток отдыха может выплачиваться денежная компенсация в размере денежного содержания за каждые положенные дополнительные сутки отдыха. Порядок и условия выплаты денежной компенсации устанавливаются руководителем федерального органа исполнительной власти или федерального государственного органа, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба. В редакции Федерального закона от 4 июня 2014 года номер 145 ФЗ. 3.1. Утратил силу. Федеральный закон от 27 декабря 2018 года номер 545 ФЗ. 4. Военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, а также военнослужащим, проходящим военную службу по контракту в военных профессиональных образовательных организациях и военных образовательных организациях высшего образования и учебных воинских частях, предоставляется не менее 1 суток отдыха еженедельно. Остальным военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, предоставляется не менее 1 суток отдыха еженедельно, но не менее 6 суток отдыха в месяц. В редакции Федерального закона от 27/2018 года номер 545 ФЗ. Дни отдыха предоставляются военнослужащим в выходные и праздничные дни, а при привлечении их в эти дни к исполнению обязанностей военной службы отдых предоставляется в другие дни недели. 5. Военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, ежегодно предоставляется основной отпуск. Продолжительность основного отпуска устанавливается
Военнослужащим общая продолжительность военной службы которых в льготном исчислении составляет менее 10 лет, 30 суток. Военнослужащим общая продолжительность военной службы которых в льготном исчислении составляет 10 лет и более, 35 суток. Военнослужащим общая продолжительность военной службы которых в льготном исчислении составляет 15 лет и более, 40 суток. Военнослужащим общая продолжительность военной службы которых в льготном исчислении составляет 20 лет и более, 45 суток. Продолжительность основного отпуска военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, в год поступления на военную службу по контракту и в год увольнения с военной службы исчисляется в порядке, определяемым положением о порядке прохождения военной службы. Военнослужащим, проходящим военную службу по контракту в районах Крайнего Севера, приравненных к ним местностях и других местностях с неблагоприятными климатическими или экологическими условиями, в том числе отдаленных, а также на воинских должностях. Исполнение обязанностей военной службы, на которых связано с повышенной опасностью для жизни и здоровья, продолжительность основного отпуска увеличивается на срок до 15 суток или предоставляются дополнительные сутки отдыха в соответствии с нормами, устанавливаемыми положением о порядке прохождения военной службы. При этом общая продолжительность основного отпуска с учетом дополнительных суток отдыха не может превышать 60 суток, не считая времени, необходимого для проезда к месту использования отпуска и обратно. В редакции Федерального закона от 6 июля 2006 года номер 104 ФЗ. По просьбе военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, основной отпуск может быть предоставлен им по частям. Абзацы 11, 14 утратили силу с 1 января 2008 года. Федеральный закон от 6 июля 2006 года номер 104 ФЗ. Военнослужащим, получившим среднее профессиональное образование или высшее образование в военной профессиональной образовательной организации или военной образовательной организации высшего образования, основной отпуск предоставляется непосредственно после получения соответствующего образования. В редакции Федерального закона от 2 июля 2013 года номер 185 ФЗ. Продолжительность основного отпуска военнослужащих увеличивается на количество суток, необходимые для проезда к месту использования отпуска и обратно, но не менее одних суток в один конец. Если основной отпуск военнослужащим предоставлен по частям, то время, необходимое для проезда к месту использования отпуска и обратно, предоставляется один раз. 5.1. Военнослужащим, ветеранам боевых действий, указанным в Федеральном законе о ветеранах, в редакции Федерального закона от 2 января 2000 года номер 40 ФЗ, предоставляется отпуск продолжительностью 15 суток. В редакции Федерального закона от 4 декабря 2006 года номер 203 ФЗ. 6. Военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, предоставляются учебные отпуска для подготовки к вступительным испытаниям и прохождения вступительных испытаний при приеме на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования и высшего образования, прохождение промежуточной и итоговой аттестации по указанным образовательным программам в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. В редакции Федерального закона от 2 июля 2013 года номер 185 ФЗ. 7. Военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, а также курсантам военных профессиональных образовательных организаций и военных образовательных организаций высшего образования до заключения с ними контракта о прохождении военной службы в период обучения в указанных образовательных организациях предоставляются каникулярные отпуска во время перерывов в учебных занятиях на сроки, определяемые настоящим федеральным законом и положением о порядке прохождения военной службы. Каникулярный отпуск, предоставляемый указанным военнослужащим в летнее время, летний каникулярный отпуск, является основным отпуском, а каникулярный отпуск, предоставляемый в зимнее время, зимний каникулярный отпуск, является дополнительным отпуском и в счет основного отпуска не засчитывается. В редакции Федерального закона от 14 декабря 2015 года номер 370 ФЗ. 8. Военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, являющимся соискателями ученых степеней, предоставляются творческие отпуска в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. В редакции Федерального закона от 4 мая 2006 года номер 61 ФЗ. 9. Военнослужащим на основании заключения военно-врачебной комиссии предоставляются отпуска по болезни. 9.1. Военнослужащим, подлежащим медико-психологической реабилитации в соответствии с пунктом 2.
1 статьи 16 настоящего федерального закона. На период медико-психологической реабилитации предоставляются реабилитационные отпуска в порядке, определяемым положением о порядке прохождения военной службы. Пункт 9. 1 введен федеральным законом от 8 ноября 2008 года номер 203 ФЗ. 10. Отпуск по личным обстоятельствам на срок до 10 суток предоставляется военнослужащему в случаях тяжелого состояния здоровья или смерти, гибели близкого родственника военнослужащего, супруга, отца-матери, супруга, сына, дочери, родного брата, родной сестры, или лица, на воспитании которого находился военнослужащий. Пожара или другого стихийного бедствия, постигшего семью или близкого родственника военнослужащего. В других, исключительных случаях, когда присутствие военнослужащего в семье необходимо, по решению командира воинской части. Продолжительность отпуска по личным обстоятельствам, предоставляемого военнослужащему в соответствии с настоящим пунктом, увеличивается на количество суток, необходимое для проезда наземным, водным, воздушным транспортом к месту использования отпуска и обратно. Военнослужащим общая продолжительность военной службы которых составляет 20 лет и более в 1 год из 3 лет до достижения ими предельного возраста пребывания на военной службе либо в год увольнения с военной службы по состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями. Кроме основного отпуска по их желанию предоставляется отпуск по личным обстоятельствам продолжительностью 30 суток. Указанный отпуск предоставляется также военнослужащим, проходящим в соответствии с федеральными законами военную службу после достижения ими предельного возраста пребывания на военной службе и не использовавшим указанный отпуск ранее. Данный отпуск предоставляется 1 раз за период военной службы. 11. Супругам военнослужащих отпуск по их желанию предоставляется одновременно с отпуском военнослужащих. При этом продолжительность отпуска супругов военнослужащих может быть по их желанию равной продолжительности отпуска военнослужащих. Часть отпуска супругов военнослужащих, превышающая продолжительность ежегодного отпуска по основному месту их работы, предоставляется без сохранения заработной платы. 12. Отпуска, предусмотренные пунктами 1.1, 5.1.6 с 8 по 10 настоящей статьи, отпуска, установленные для военнослужащих Законом Российской Федерации о социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, и отпуска, предоставляемые после космического полета, являются дополнительными и в счет основного отпуска не засчитываются. В редакции Федерального закона от 1 июля 2017 года номер 148 ФЗ. 13. Военнослужащим женского пола предоставляются отпуск по беременности и родам, а также отпуск по уходу за ребенком в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. В редакции Федерального закона от 2 февраля 2006 года номер 20 ФЗ.